Ну что, мои дорогие зрители, добро пожаловать в первый выпуск разборов серии Fate the Winx Saga, сериала адаптации Winx от Netflix. Это начало целой серии роликов, в которых я вам буду рассказывать об интересных моментах сериала, об отсылках на оригинальный мультсериал, разъяснять не совсем очевидное, ну и просто делиться своими впечатлениями о каждой серии. Ну а если вы смотрите меня в будущем, то, во-первых, привет вам из февраля 2021, а во-вторых, вот здесь в плейлисте вы найдете все мои разборы первого сезона сериала. Очень рекомендую вам смотреть вот как есть, в хронологическом порядке. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал и включили все уведомления, чтобы никогда не пропускать новые интересные видосики, но я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата, что означает добро пожаловать на мой канал. Ну что, предлагаю начать непосредственно с названия этой серии, которая на английском звучит как To the Water and Wilds или на русском Царство фей к лесной воде. На самом деле я уже рассказывала вам об этом в одном из своих предыдущих роликов, но еще раз упомяну. Это отсылка к одной из строчек стихотворения Уильяма Йетса, которое называется «Похищенное дитя» или некоторые переводят «Украденное дитя». В описании под этим роликом я оставлю ссылки, где можно будет ознакомиться с этим стихотворением в оригинале и также с некоторыми его переводами. На самом деле раньше я не очень понимала, почему взята именно эта строчка, о чем это может говорить, но сегодня, по ходу того, как мы будем разбираться с этой серией, все станет очень даже понятно. Начинается первая серия и заодно весь сериал как-то немножечко странноватенько. Я думала, что начнут нам повествование с того, что покажут какого-то известного нам героя с оригинального мультсериала, но нам показывают неизвестного старичка, который живет в какой-то своей хижинке и, видимо, занимается скотоводством или что-то вроде того. Ночью он выходит из своего жилища, и из-за того, что там у него один барашек потерялся, куда-то за барьер вышел, он отправляется в лес. Тут же нам показывают, что в этом мире существует волшебный барьер, примерно такой же, как существовал в оригинальном мультсериале. Единственное, что непонятно, почему над домиком этого старичка он также присутствует, когда мне казалось, что он присутствует только над Алфеей. Возможно, это какой-то бывший преподаватель, и вот он уже живет своей жизнью на пенсии там, и ему выделили такое вот жилище под волшебным куполом, чтобы он не переживал за сохранность своей жизни. Вот это мои мысли. Дальше нам, в общем-то, показывают, что старичка убивает какое-то неведомое существо, и происходит супер спецэффект CGI 19, купить сейчас женский аксессуар, новый, модный, распродажа на Алиэкспресс и так далее. Вот лучше бы просто кинули бы, не знаю, там какую-нибудь краску или кетчуп на крайний случай, ну не знаю, дешевенько. Особенно в начале такое подавать не камильфо, ребятки, уж извините. Ну и сразу после кровавого убийства старичка веселая, вдохновляющая заставочка Fate. Я сразу предупреждаю, что, скорее всего, будет много моментов, где я буду восторженно высказываться по поводу природы Ирландии, но вот это одна из лучших вещей этого сериала, правда. И далее мы видим прекрасную Алфею. Алфея мне в этом сериале тоже очень сильно нравится, хоть она и не совсем привычная. Видим символику Алфеи на воротах школы. В оригинальном мультсериале мы увидели значок Алфеи только в 7 сезоне. Я, если честно, немножечко кекаю с лица Блум в этих кадрах. Оно такое напряженное, нервное, такое... Короче, вот это эмоджи вот мне напоминает. Sorry. И далее поочередно нам показывают каждую девчонку, которая будет проживать в комнате Winx. Это прям обратная ситуация от того, что было в мультсериале, потому что во второй серии первого сезона оригинального мультсериала мы видели девчонок в отдельности, вот где-то в толпе новых учениц, которые только-только прибыли в Алфею. Только потом, когда мы уже узнали, кто из Winx есть кто, можно было пересмотреть эту серию, реально найти в толпе девчонок. Здесь ломается немножечко вот эта фишка, и нам сразу показывают главных героинь этого сериала. Моменты селфи со Стеллой, конечно же, напоминают кадры из 4 и 5 сезонов, такая популярная девчуля у нас. Ну и дальше это лицо Ская. Обнаружена новая цель — закадрить через 10 секунд. Ну и следующие кадры их знакомства, это просто... Я просто смотрела в оригинале, и прям, ну, видно, как ребята там переигрывали. Возможно, это были первые там съемки их, и они еще не разыгрались до конца. Прям на английском это такое... В русском дубляже еще ничего, на самом деле, наверное, дубляж сам немножечко сглаживает, но вот в оригинале просто... Жалко, что нам не показали, как Блум конкретно добралась до этого места, потому что она все-таки отправлялась из первого мира, с Земли, в иной мир, и было бы интересно визуализировать эту дорогу, потому что в разговоре со Стеллой становится понятно, что Блум прибыла в какое-то определенное место, намеченное Фарой, там открылся портал, и через него она, в общем-то, и добралась, видимо, до Алфеи. Но как конкретно это произошло, почему не показали? Вот я думаю, из-за вот этой нехватки визуализации как раз и теряется
магия всей атмосферы этого сериала, как раз из-за чего, скорее всего, многим и не кажется вот каким-то он действительно волшебным. Вот этого не хватает, чувства волшебности. Стелла показывает Блум кольцо Солярии, и очень круто, что они действительно в этот сериал взяли этот аксессуар, очень даже важный аксессуар Стеллы. Как вы помните, в оригинальном мультсериале он довольно быстро как-то забылся, но в сериях его вообще даже не упоминают, а вот здесь в сериале нам его показали. И, кстати говоря, в обычной жизни это кольцо Сваровски. Очень даже такая серьезная драгоценность. Так что вот, если что, можете к Сваровски обратиться за таким вот колечком, если хотите быть тоже обладательницей колечка Солярии. Стелла в разговоре с Блум упомянула, что в ином мире 7 королевств. На данный момент нам известно только о 3 из них. Это Солярия, где и находится Алфея, Эраклион, королевство Ская, и Линфея, видимо, откуда семья Терры. Об остальных пока неизвестно, надеюсь, все-таки в следующих новых сезонах нам и о других королевствах расскажут и даже, возможно, покажут. Девочки оказываются в главном атриуме Алфеи, и тут мне прям такой навевается вайб игры Wings, я тоже уже об этом говорила. Больше всего, наверное, даже мне напоминает столовку в Алфее. Вот, там, мне кажется, такой довольно похожий дизайн. Также мне довольно сильно навевают вайб этой игры комната девчонок, апартаменты Wings. Хоть и не прям точь-в-точь, но все-таки тоже довольно похоже, а вот что-то в этом есть. Я-то думала, что по школе будут летать феи динь-динь. Да, Блум, я тоже так думала. Далее в разговоре с Фарой Даулинг, директрисой Алфеи, Блум узнает, что феи в процессе эволюции лишились возможности трансформироваться, теперь у них нет крыльев, и причем в русском дубляже это звучит как-то еще, как нормальная какая-то новость, типа, да, просто вот так случилось, типа как у людей теперь нет хвостов, так и у фей теперь нет крыльев. Это странно так звучит. В английской версии это звучит более как-то драматично, что ли. Фара говорит Блум, что обучение магии займет некоторое время и довольно продолжительное. Она также рассказывает о том, что выпускники и выпускницы Алфеи становились правителями королевств, вели армии, и как бы с намеком на то, что она ожидает того же самого от Блум, что она станет частью иного мира, но у Блум, мне кажется, другие планы, она не хотела особенно там надолго задерживаться в Алфее, и вообще она приехала сюда для того, чтобы просто научиться контролю, но не оставаться здесь жить навсегда. В оригинале, мне кажется, все было как-то довольно по-другому, потому что в мультсериале Блум, в общем-то, искала место для себя в этой жизни, и как раз в Алфее, мне кажется, она его и нашла. Я тут заметила один повторяющийся кадр, который ранее нам уже был показан, и сейчас мы его видим. И это как-то странно на фоне того, что мы узнали недавно, что из сериала многое было вырезано, многое было не показано, а тут просто перебивка, еще раз повторяется. Зачем? Блум с родителями разговаривает по чему-то типа скайпа, в оригинале это был телефончик, даже, по-моему, проводной. Вот так, времена меняются. В версии сериала Блум живет вместе с Аишей. Если что, Аиша это Лейла, только с ее оригинальным именем. В оригинале Блум жила вместе с Флорой, но здесь Флоры нет, как вы знаете. В то же время, мне кажется, Терра решила заставить все их апартаменты цветами, из-за чего потом со Стеллой у них произошел некоторый такой небольшой литературный конфликтик. В разговоре с феей Земли Стелла делает отсылку на роман Бернет «Таинственный сад», что, знаете ли, говорит о начитанности героинь. Хотя, с другой стороны, конечно, возникают вопросы, откуда они знают земную литературу, или литературу иного мира и первого мира совпадает. Из разговора Блум с Аишей по поводу Гарри Поттера мы узнаем, что Блум что-то среднее между Рейвенкло и Слизерин, неожиданно, а Аиша, видимо, Гриффиндор. И тут я вспомнила про наш прекрасный проект кроссовер Винкс и Гарри Поттер, мы когда-то с девчонками его делали, он у нас лежит в Инстаграме, просто надо будет только прокрутить там где-то до мая 2020-го, но это не очень далеко. В общем, заходите, чекайте. Мне кажется, очень классно вышло. Музе, конечно, повезло с ее силами и соседкой. Здесь она эмпат, она фея разума, и потому она чувствует боль и эмоции других, как свои личные, даже иногда ярче. А Терра такая лапочка-чудачка, она очень старается понравиться всем, но делает это очень неловко. Муза чувствует вот это смущение и боль от того, что Терра не может наладить контакт с окружающими, и из-за чего Муза пытается закрыться от этих эмоций ее соседок, и поэтому у них случаются дальнейшие неприятные конфликты и недопонимания. Можно я дальше не буду цитировать, я вот сюда вот вам вставлю скриншот с субтитрами. Просто юмор на уровне 8 класса. Вот
Все еще очень грустно, что и специалистов, и специалисток сделали каких-то средневековых рыцарей, в то время как феи типа там эволюционировали и даже лишились крыльев. Какая-то несостыковка. В оригинале специалисты, конечно, тоже рыцари, но оружие у них более интересное, более современное, более разнообразное. Но да, делать такое в сериале, это, конечно, сложно, это снова спецэффекты, снова денежки. Увы. Дальше мы видим, как Ревен выходит за барьер покурить, как некоторые выходят за школку покурить. Вообще странно, что нет каких-то строгих правил по поводу того, когда можно выходить из-под барьера, когда нельзя. И вот Ревен спокойно проходит через барьер, его даже никто не замечает. Неужели у них нет никаких, типа, камер слежения или, не знаю, датчиков на самом барьере, когда они чувствуют, что кто-то выходит? В общем, странно, потому что в оригинальном мультсериале были определенные правила, был комендантский час. Здесь как будто бы этого и нет. Прекрасное появление прекрасной Беатрикс. Какая бы стерва она ни была, она мне очень сильно нравится. Ну и сразу же она пошла в кабинет директрисы Даулинг подлизываться. Ну какова? Меня, кстати, позабавило, как произносится это имя, потому что в оригинальном варианте они прям так четко на английском произносят Beatrix. Как будто бы Beatrix. Но Фара, конечно, быстро просекла, что Би пришла не просто так, а чтобы намекнуть, что она там поднажрет пару раз, а потом взорвет все нафиг. Поэтому она послала ее в библиотеку. Нам показывают флешбеки, где у Блум происходит некоторый конфликт с матерью. Блум такая 100% домоседка, а мать хочет, чтобы Блум там тусовалась, все дела, как все нормальные, обычные подростки. Блум не хочет такой расклад, и на самом деле Ванесса здесь как-то себя очень странно ведет. Я вообще не узнаю этого персонажа, потому что в мультсериале Ванесса намного более заботливая. Вот с этой женщиной что здесь случилось, я не знаю. А вот Майк, отец Блум, довольно сильно похож, причем он похож не только характером, но и внешне. Ну, единственное, что в сериале он, конечно, такой прям... Вау. Честно сказать, конфликт какой-то на пустом месте, и как бы, ну, без конфликта можно было спокойно решить эту ситуацию. Я думаю, Ванесса сама это понимает. И, скорее всего, такое поведение ее обосновано тем, что она начала ощущать, что с Блум что-то не так происходит. Блум по совету Ская убегает в лес, и тут его перехватывает Стелла, и из разговора мы узнаем, что они не виделись целое лето. Вроде как Стелла сама разорвала отношения, но здесь прям чувствуется, как у Стеллы внутри накипает ревность, и, видимо, она захотела вернуть к себе парня. В общем, Блум убежала в потрясающе красивый лес. Боже мой, Ирландия, забери меня к себе. Вот все еще неизвестно, что это за золотистый сгусток волшебства подлетает к Блум. Мы видели его и в тизере, и в трейлере, но что это такое, нам так и не рассказали, не показали. Конечно, возможно, это просто типа лесной житель иного мира, а может быть, это Дафна. Блум снова пробует свои силы, и первое время у нее даже это получается, но потом, в момент, когда она понимает, что она не знает, как это все остановить, она перенервничала, начинает бросаться своим огнем, и на помощь ей приходит Аиша, которая остужает ее пыл. Мне жутко нравится этот тандем двух противоположностей, вода и огонь. Вот поэтому я и люблю эту парочку. Если после моих видосиков вы не полюбите этих двух прекрасных соседочек, то я не знаю, это будет странно. Часто вижу комментарии, где говорят, что да, персонажей плохо раскрыли, возможно, как-то не хватило времени рассказать о них побольше, показать их. И чаще всего говорят о том, что об Аише вообще как-то ничего почти не сказано. Драма остальных девчонок более-менее понятна, а вот об Аише вообще ноль. И в целом, да, я согласна, мы хорошо знаем только Блум, остальные девчонки остались как-то немного в тени, но и об Аише тоже нам рассказывали, ей было тоже сложно справиться в первое время со своими силами, уж, наверное, не легче, чем Блум уживаться в новом для нее ином мире. И она сама рассказывала, что ей приходилось в прямом смысле копаться в говне, так что... Понятно, что ее сильный характер тоже взялся не из воздуха. Дальше нам показывают еще один флешбэк, где мы видим Блум очень злую после очередного конфликта с родителями. Там гнев берет верх над ней, и, блин, это на самом деле очень страшно. Я думаю, эмоциональные люди могут себя узнать в этой сцене. Огонь Блум буквально начал жить своей жизнью, начинается пожар. Дальше какая-то странная сцена, где Блум вместе со своими родителями просто сидит в комнате, в горящей комнате, они никуда не убегают срочно, не уходят, хотя Майк должен был быть пожарным, должен был быстренько эвакуировать их, возможно, здесь, я не знаю, он не работает пожарным, да и, в принципе, там не было проблемы выбраться из здания, потому что пока на тот момент огонь не настолько распространился и не было такого, что у них там перекрыт выход из комнат. А еще я не могу развидеть в Алфее центральный детский магазин. И Аиша рассказывает Блум, почему та могла стать феей, если она на самом деле родилась в обычной земной семье. Она называет ее подкидышем.
Это на самом деле не совсем верный перевод. Подкидыш — это скорее, вот знаете, когда там, не знаю, под дверью оставляют младенца и вроде как просто, ну вот подкидывают семье ребенка, а тут имелся в виду именно подменыш, changeling. Подменышами называли детей, которых якобы оставляли феи в обмен на человеческого ребенка. То есть у родителей в результате оставался вместо их собственного ребенка ребенок феи. Бывало, что феи оставляли и просто какие-то предметы, которые из-за особенного заклинания людям казались ребенком. На деле в средневековье так объясняли просто какие-то неизвестные на тот момент болезни, которые в скором времени должны были унести жизнь ребенка. Подменыши часто встречаются в фольклоре. Ирландия, конечно же, занимает далеко не последнее место в фольклорной среде, и как раз эта тема поднимается в стихотворении Йетса, о котором я вам говорила в начале этого видео. Также на днях нашла безумно красивый клип с песней на эти стихи на русском языке, также оставлю ссылочку в описании. Просто очень хочется с вами поделиться, хочется, чтобы вы тоже пропитались вот этой эстетикой. Мне кажется, знание вот этих деталей прям очень многое меняет, по-другому раскрывает этот сериал. Момент, где Терра проучает Ревена за его неподобающее поведение, мне кажется, очень сильно раскрывает персонажа. Мы видим, что в ней соединяются две противоположности. С одной стороны, она нежная, хрупкая, милая фея, которая пытается быть добрым, хорошим другом для всех, а с другой стороны, она сильная фея, которая знает, как и когда применять свои силы. Жалко только, что на Ревена как-то это не особо долго действовало. Происходит диалог между Стеллой и Блум, где они разговаривают о своей семье, о том, как они скучают по дому. И в результате Стелла дает свое кольцо Солярии Блум, с помощью которого Блум может вернуться на Землю к своей родной семье, чтобы снова их увидеть. Скорее всего, Стелла здесь делала это из корыстных целей, чтобы избавиться от своей соперницы, ведь у Блум довольно здорово получалось общаться со Скайем. Забавно, конечно, смотреть на это здесь, потому что в оригинале, в мультсериале, Стелла делала все возможное для того, чтобы Блум как можно дольше оставалась в Алфее, чтобы она завершила обучение здесь и нашла себя. А здесь вот полная противоположность. Для того, чтобы попасть обратно в Гордению, Блум пришлось выйти из-под барьера, пойти на какое-то старое кладбище, там найти дверь. В результате в Гордении она очутилась на старом складе. И в конце концов, она даже не пришла к своим родителям, она просто посмотрела на них в окошко издалека, позвонила им по телефону и, в общем-то, все. Тем не менее, между родителями и Блум состоялся очень трогательный, очень важный, я думаю, для девочки разговор. Но здесь я поняла, что меня смущало больше всего в сериале вот все это время. Я понимаю, что все равно они хотели оставить что-то из оригинального мультсериала, но мне кажется, как раз вот этот возраст, наверное, это та вещь, которую действительно можно было изменить и немножечко увеличить, потому что я смотрю на девочек, и я вижу, что я не верю, что им по 16-17 лет. Вполне можно было сказать, что им там 18, 19, ну 20 даже. Это вполне себе нормальный средний возраст для обучения в высшем или среднем учебном заведении. Совершенно не хочу сказать, что актриса как там старо выглядит, нет. Здесь все прекрасны, здесь, мне кажется, все на своем месте. Просто, возможно, это как раз та деталь, которую, ну, можно было поменять, пренебречь ею, и действительно было бы, наверное, даже лучше, если бы сказали, что девочкам чуть побольше лет, чем Винкс в оригинале, тем более они вроде как рассматривают этот проект для более взрослой аудитории, было бы логично, что и героини повзрослее здесь. После общения с родителями Блум снова отправляется на тот старый заброшенный склад, где, оказывается, она до этого уже много раз проводила время, как раз после того, как у них случился вот этот конфликт и произошел пожар. Вы видите сами по обстановке, что там все довольно уже уютненько, и Блум там так неплохо разместилась. Она берет свою записную книжку, где она фиксировала наблюдения за собой, изменения, которые с ней происходят, в частности из-за того, что в ней открылись вот эти волшебные силы. И мне почему-то этот момент напомнил деталь, что Блум читала книгу «Феи. Миф или реальность» в оригинальном мультсериале. Ну и да, далее на нее нападает сожженный или какой там горелый, не помню, как мы его с Саней назвали. Мне, кстати, эти горелые начали напоминать упырей из игры Винкс, вот, точно. Вот почему мне напоминает игру Винкс, просто эти горелые похожи на упырей. Все понятно. От стресса она там теряет кольцо, пытается его вернуть, в результате убегает и раз, сталкивается с Фарой, которая такая типа: «Вам туда, мадам».
просто потрясающая женщина. Пока у остальных девчонок там происходят такие страсти в жизни, Стелла пришла к Скаю за успокоительными обнимашками и койко-местом. И на самом деле вообще эта сцена очень грустная, даже несмотря на то, что пробирает на кек, то, что, понятно, к чему дело идет. Стелла делится своими переживаниями, она ощущает, что все ее ненавидят, в Винкс апартаментах ей совершенно некомфортно оставаться, и в этой ситуации оказывается, что Скай это единственный, кто знает ее настоящую, и поэтому она пришла за успокоением именно к нему. Ну и тут происходит первая встреча Ривена и Беатрикс. Нравится мне эта парочка. Несмотря на то, что они такие прям злыдни, они просто самый настоящий огонь. Прям огнище. Происходит их фирменное перекуривание. Мне не очень сильно нравится на самом деле этот момент. Они потом еще раз это будут использовать, как-то чересчур уже. Но сама пара, конечно, просто шедевр. Все девочки, кроме Стеллы, которая на ночевку осталась у Ская, возвращаются в свои Винкс апартаменты. И там потом происходит одна такая сцена, которая, мне кажется, нуждается в моем техническом комментарии. Терра подарила Музе Bluetooth-колонку, и Муза вскоре через эту колонку уже включает свою музыку. Но вообще-то, без предварительного пэринга это невозможно сделать. В общем, девочки, вам срочно нужна фея технологии. Что это у вас там такое происходит? В одной из сцен мы видим никнейм Ривена в инстаграме Cry Me a Riven 8. Не знаю, почему 8, кстати, как думаете, почему 8? И, как вы понимаете, это отсылка к песне Тимберлейка Cry Me a River, типа «Плачь по мне, девчуля». Конец этой серии такой очень мрачный, очень таинственный. Мы видим, как Беатрикс в настоящем, прям таком ведьмовском обличии пробирается в амбар, где содержится сожженный, который вот буквально недавно нападал на Блу. Тут, конечно, снова возникают вопросы к безопасности, как насчет комендантского часа? Не слышали? В общем, Беатрикс там колдует, делает что-то с этим сожженным, что на следующий день приводит к тому, что